Слава Украине! Привет всем от Полонского. Начнем с новостями из Европы. Значит, друзья мои, что тут произошло? Значит, в Италии произошел совершенно изумительный случай, который просто, не дает спокоя никому. Прошел бессмертный пук. Ну, бессмертный пук там проходит иногда, но в этот раз они как-то прошли по-особенному. Дело в том, что вот там прошла такая демонстрация большая, вот, и несли в том числе и дедов на палках. Но есть нюанс. Дело в том, что одна часть вот этой демонстрации была пропалестинская. Вот. Потом шли деды на палках с бессмертного пука и вместе с ними ЛГБТ. И вот это все вместе как бы, совершенно уже вводит меня в ступор, потому что, получается, они же нарушили законы своей любимой Рашки, они прошли в колонии ЛГБТ еще и с дедами. Это же дискредитация, им теперь всем, кто прошел вот это вот в итальянской этой колонии, я так понимаю, при возвращении потом туда в болота, их всех посадят за дискредитацию лет на 10-15 ГУЛАГа, будут сидеть там в тюрьме. Ну а что поделаешь, как говорится, такое дело. Еще интересно, что они шли, да, с красными флагами, с серпами, молотами, да, рядом ЛГБТ, вот эти вот флаги. Ну, короче говоря, выглядело это все абсолютно замечательно, да. Абсолютно замечательно. И я так понял, что этим избирателям, любителям Путина это все очень сильно, как говорится, понравилось. Венгрия становится китайским хабом в Евросоюз. Значит, сейчас на огромные суммы заключаются сделки с Китаем. Китай завозит в Венгрию товары, и, соответственно, эти товары потом производят дистрибуцию по Европе. Ну как, для Венгрии это огромные суммы, для Евросоюза суммы копеечные. Китай сейчас ведет как раз переговоры с Евросоюзом насчет того, чтобы, ну, скажем так, допустить китайские товары на рынок Евросоюза, а, соответственно, товары из Евросоюза на рынок КНР. Ну, вот, когда они придут к какому-то соглашению, а я почему-то думаю, что к соглашению они придут, потому что бабки не пахнут, они договорятся. Но тут Трамп и его компания будут, скажем так, в очень сильном прогаре, потому что Евросоюз, ну, скажем так, по своей покупательной способности ничуть не меньше, чем Соединенные Штаты Америки. И, ну, китайцам кажется, куда продавать свои товары. Да и Евросоюз будет рад свои товары продавать в Китае. Вот Америка как бы в этом случае остается, к большому сожалению, просто-напросто в стороне. Дальше. В Штатах угрожают забрать лицензию у компании CBS. Ну и у ее клонов. Ну, ребята, это, можно было бы сказать, ну, что это бизнес какой-то вопрос. Да нет, это не бизнес-вопрос, это вопрос, конечно же, свободы слова. Дело в том, что скажем так, эта компания и средства массовой информации, которые принадлежат ей, очень не нравятся Трампу. И сейчас просто-напросто, если закроют, то это потом следующих, под любыми благовидными причинами. А вот сейчас прямо вот об этом идут разговоры и на официальном уровне. Вот внизу в описании к данному ролику будет ссылка. То это на самом деле очень плохо, потому что Трамп сегодня заявил, что он бы вообще не хотел бы видеть демократов в Конгрессе, потому что демократы себя очень плохо ведут. Но я об этом целый ролик записывал, повторяться не буду. Вот, он бы хотел, чтобы там остались только республиканцы, а потом он, видимо, и республиканцев скажет, это плохие, а вот эти мага, это хорошие, этих тоже оттуда. Кыш. Вот. Ну а если речь пошла о средствах массовой информации, то вообще тогда это дважды хреново. Вот, и, скажем так, ну ничего хорошего в этом нет. Да, Министерство финансов Соединенных Штатов Америки объявило о введении новых санкций по компаниям, которые работают с йеменскими хуситами. Ну им, скажем так, им эти санкции до лампочки, этим хуситам, как и Ирану, это все горохом об стенку. Ну, гораздо более серьезные санкции сегодня предпринял Израиль. Были сброшены ракеты и бомбы, планирующие на Ходейду. Что они достигли? Значит, полностью разбит порт Ходейды. Это основной морской порт у хуситов. Также был разбит местный цементный завод, но там дело же не в цементе. Понятное дело, что начхать на тот цемент, хотя тоже важно. Вместе с цементным заводом сгорела
Там огромные резервуары с топливом были на территории этого завода. По ним и наносился удар, собственно говоря. Вот, разнесли порт и, соответственно, разнесли вот этот цементный завод вместе с резервуарами, а также по международному аэропорту Йемена был нанесен удар. Ну, вот эти санкции, как бы, они более так действенные. Хотя, еще раз говорю, с хуситами все сложно. Они все прячут в горах. Скажите мне, в городах у них там эти глинобитные дома частично, да, и ну, что там разбивать? Ну, это как в Афганистане ковровую бомбардировку делать. Там нечего бомбить. Там оно все, проблема Афганистана в том, что там все разбомбили до вас. И ваши бомбардировщики там не нужны, да, для того, чтобы что-то ухудшить. Там и так все предельно плохо. То же самое Йемен. Самая нищая страна в мире, у которой есть баллистические зато ракеты, да, дружат с Ираном. Вот, поэтому проблема в том, что, конечно, ракеты они у них не выбили. Вот, и я ожидаю, что в течение буквально нескольких дней по Израилю опять полетят баллистические ракеты. Как вы видите, они их все не сбивают. И вот тут, конечно, израильтянам нужно чухать репу, потому что, с одной стороны, да, они как бы нанесли удар, с другой стороны, предотвратить удар со стороны хуситов они тоже не в состоянии. Ну и Ватикан, да, в Ватикан прибыли все 133 кардинала, которые будут завтра, я не знаю, да, по идее завтра, избирать Папу Римского. Да, будем ждать, как говорится, белый дым, вот, и будет новый Папа Римский. Кстати, а что там Трамп? Трамп же хотел, чтобы его избрали. Я не знаю, как там его кандидатура сейчас рассматривается всерьез, нет. Представляете, вот такая штука будет интересна. Если вместо белого дыма завтра или послезавтра, когда они там изберут, из трубы, вот этой знаменитой трубы в Ватикане повалит дым оранжевый.